А вы боитесь змей? Чаще всего они безопасны для человека, хоть и выглядят слегка отталкивающе. Но в то же время науке известны такие виды этих рептилий, что вы точно никогда не захотели бы с ними встретиться. Смесь ядов в слюне, огромный размер, устрашающий вид. Давайте посмотрим на самых опасных змей нашей планеты. А в конце ролика вы узнаете, какая рептилия несет ответственность за наибольшее количество смертей среди людей, чем все другие виды змей вместе взятые. Уж поверьте, это вас точно удивит. Приятного просмотра. Мулга. Открывает наш топ змея мулга, имеющая и другое название – коричневый король. Она поражает своим внешним видом. Ее тело может достигать длины до 3 метров, и оно покрыто блестящей черной или темно-коричневой чешуей, создавая гипнотическую красоту. Но не поддавайтесь иллюзии. За этой величественной красотой скрывается серьезная опасность. Мулга – одна из самых ядовитых змей в мире. Ее яд содержит смертельные токсины, способные парализовать добычу, вызвать нарушение работы сердца и легких. Эта рептилия может справиться даже с кенгуру, которое, казалось бы, должно быть быстрым, сильным и неприступным. Что уж говорить о человеке. Эти змеи, конечно, избегают столкновений с людьми, но они могут атаковать, если почувствуют угрозу. Чтобы случайно не столкнуться с этим опасным хищником, предлагаем узнать вам место его обитания и некоторые привычки поведения. Одна из самых крупных с массивным телом ядовитая змея Австралии обитает практически во всех частях этого континента, кроме 2 штатов – Тасмании и Виктории. Мулга особенно активна ночью, что делает ее эффективным охотником. Последнее исследование поведения этой змеи показало, что она предпочитает нападать на спящую добычу. Учеными были изучены 27 случаев укуса людей. И исследователи с удивлением обнаружили, что более половины жертв были укушены во сне, между полуночью и 5 часами утра. Эта змея не только очень красива, опасна и ядовита, но и в такой же степени уязвима. Численность мулги стремительно сокращается в связи с изменением климатических условий, вмешательством человека, конкуренцией с другими хищниками. Мулга – великолепный пример сочетания природной красоты и силы, который напоминает нам о важности бережного отношения к окружающему миру. Черная мамба. В дебрях африканских лесов и саванн обитает змея, которая вызывает восхищение и страх одновременно. Черная мамба. Она известна своим изящным видом, невероятной скоростью и смертоносным ядом. Черная мамба получила свое название благодаря насыщенной черной окраске, которая может варьироваться от темно-оливковой до интенсивно черной. Ее тело стройное и изящное, может достигать длины до 4,5 метров, покрыто гладкой чешуей. Черную мамбу опасаются из-за ее размеров и скорости, и, конечно, мощного яда, от которого большинство жертв змеи быстро и мучительно умирает. Нейротоксины, содержащиеся в яде, атакуют нервную систему добычи, вызывая паралич и судороги. И хотя черные мамбы избегают столкновения с людьми, все же известны случаи нападения этой змеи на человека. Доза яда, которая вводится во время укуса, в 10-20 раз превышает смертельную дозу, и если укушенному срочно не оказать медицинскую помощь и не вывести антидот, он умрет буквально за час. При этом не существует ни одного зарегистрированного случая укуса черной мамбы, не спровоцированного самим человеком. Змея имеет очень агрессивный нрав, поэтому спровоцировать ее на атаку не составит труда. Встреча с черной мамбой в природе требует осторожности и уважения к ее среде обитания. Кайсака. В глубинах джунглей Центральной и Южной Америки скрывается существо, вызывающее восхищение и осторожность – кайсака. Эта ядовитая змея привлекает внимание исследователей и фанатов дикой природы своей уникальной внешностью. Длина особи от 2 до 2,5 метров. Коричневое тело с ярко выраженными ромбами на спине.
Такой дизайн позволяет этой рептилии сливаться с окружающей природой, делая ее менее заметной для более крупных хищников и добычи. Кайсака отличается подвижностью своих ядовитых зубов. Заметить готовность змеи к атаке можно по приподнятой челюсти, а вот в обычное время, в спокойном состоянии, зубы кайсаки прижаты к небу. Но вряд ли вы успеете разглядеть, в каком настроении находится эта змея. Она нападает быстро. Яд кайсаки содержит смесь нейротоксинов. Всего один укус может вызвать острую боль, отек и некроз. Он может разрушить сосуды, вызвать почечную недостаточность и даже инсульт. Хотя смерть от укуса кайсаки случается редко, это все еще серьезная угроза для человека, особенно если не получена своевременная медицинская помощь. Известно множество случаев нападения кайсаки на людей, которые трудятся на банановых и кофейных плантациях. Дело в том, что там живут мелкие грызуны, которые являются самым любимым лакомством кайсак. Коричневый окрас позволяет этому хищнику неплохо маскироваться, из-за чего заметить эту змею в неподвижном состоянии практически невозможно. Встреча настигнет вас внезапно. Однажды этот хищник смог убить сразу 2 людей за один укус. Змея атаковала рабочего на плантации, а жена, вызвавшись помочь в промывании раны, сама подверглась отравлению через небольшую царапину на руке. Так что будьте осторожны, если находитесь в регионе, где обитает этот опасный хищник. Бумсланг. Среди густой зелени африканских лесов существует создание, которое вызывает удивление и ужас. Это бумсланг. Таинственная и красивая змея, обладающая нейротоксическим смертоносным ядом и удивительными способностями. Первое, что может вызвать у вас удивление, это то, как сильно бумсланг напоминает игрушечную змейку. Просто посмотрите на эту мордочку, огромные глаза в полголовы. Даже не подумай, что такое милое на первый взгляд существо может оказаться жестоким хищником. Под личиной безобидной змейки скрывается коварный убийца, способный завалить здорового человека всего одним укусом. Еще одной удивительной особенностью бумсланга является его способность передвигаться по кустарникам и деревьям. Он даже может слиться с любой веткой, словно став ее продолжением. Тонкое зеленое или коричневое тело отлично помогает при такой стратегии. Бумсланг не воспринимает нарушения личных границ. Он нападает на любое существо, посмевшее попасть на его территорию. Змея тут же укусит жертву и выделит свой токсичный яд. 3 миллиграмма вещества отправят на тот свет любого человека, как бы не был силен организм. А взрослая особь бумсланга хранит в себе от 2 до 8 миллиграмм такого яда. Это все, конечно, лечится своевременным переливанием крови и введением антидота. Проблема в другом. Чешуйчатая очень хитра. Бумсланг практикует тактику сухих укусов. Он может попытаться отпугнуть человека обычным укусом, то есть не впрыскивая яд. Или может сразу же воспользоваться своим опасным оружием. Многие люди путали настоящие и сухие укусы, надеялись на лучшее и не обращались за медицинской помощью, за что и поплатились. Среди жертв этой красотки числится и известный американский герпетолог Карл Шмидт, ученый, изучающий рептилий. Он описывал свои симптомы после укуса змеи почти до самой смерти. Его записи послужили основой для современной схемы лечения отравленных людей. Королевская кобра. В мире змей каждый вид обладает своим уникальным обликом и поведением, но королевская кобра особенно выделяется своей величественностью и легендарной опасностью. Она проникает в мифы и истории, а ее могущественная фигура символизирует власть в мире змей. Это самая крупная ядовитая рептилия в мире. Ее длина может достигать внушительных 6 метров, а вес – порядка 12 килограмм. Растут королевские кобры всю жизнь, а она у них в дикой природе длится до 20 лет, в неволе до 30. Соответственно, рекордсмены по размерам, то есть те самые гиганты, зафиксированы именно в зоопарках. Что ж, зная это, вам, видимо, нечего бояться.
Кстати, королевская кобра может подниматься прямо на треть своего тела. Так она выслеживает добычу и заодно показывает свой доминантный статус другим кобрам. Если королевская кобра выпрямится в высоту прямо перед человеком, она может поравняться с ним глазами. Но напомним вам, что это ядовитая змея. Ее укус выделяет огромное количество нейротоксинов, вызывающих паралич. Яд этой рептилии настолько силен, что может убить даже слона всего за несколько часов. Более половины укушенных людей умирают после встречи с этим гигантом, ведь антидот нужно ввести в первые же минуты. Впрочем, это не совсем верная статистика. Имеется в виду, что умирают лишь те люди, для которых королевская кобра не стала жалеть своего яда. Дело в том, что эта змея старается использовать свое сильнейшее оружие только во время охоты, а человека за достойную еду она не считает. Соответственно, после встречи с этим существом можно выжить. Вот только королевские кобры не догадываются, что люди на самом деле их самый опасный враг. Популяция этой змеи стремительно сокращается, так как люди уничтожают излюбленные места обитания королевской кобры. Крайт. Малайская крайт. Близкий и очень ядовитый родственник кобры. Змея – мастер камуфляжа. Имеет полосатый окрас, прячется в кустарниковых зарослях, лугах и тропических лесах вблизи водоемов по всей Юго-Восточной Азии. Эта рептилия пасется, очень рядом с человеком, ведь залитые водой рисовые поля и плотины – любимая дислокация ядовитой змеи, так что встречи с людьми неизбежны. Если вы встретите этого хищника, то, скорее всего, не выживете, ведь даже после введения антидота 50% людей умирают. Яд малайской крайт опаснее яда кобры в целых 16 раз. Он поражает сразу две системы – нервную и сердечную. Сначала на месте укуса появляется отек, а спустя несколько часов вы уже не можете дышать самостоятельно. Наступает паралич и смерть. Конечно, вы можете попытаться защититься от укуса. Просто наденьте плотную одежду и обязательно внимательно смотрите под ноги. Малайская крайт не может прокусить толстый слой одежды, так как имеет довольно маленькие клыки. Да и сама она не отличается гигантскими размерами. Вырастает всего до 1,5–2 метров в длину. Удивительно, но местные жители этих змей не боятся. Более того, они сами охотятся на них. Вылов и продажу малайских крайт контролирует лишь Вьетнам. А вот в Китае, Таиланде, Индонезии, Сингапуре судьба хищника никого не интересует. Люди употребляют этих змей в пищу, используют в нетрадиционной медицине, изготавливают аксессуары из шкур. Но справедливо ли это? Прибрежный тайпан. Вас поразила цифра в 50% выживших после укуса змеи? Прибрежный тайпан вырабатывает яд, который приводит к летальному исходу в 80% случаев. Яд этого хищника настолько опасен, что одного укуса достаточно, чтобы убить 56 человек. Если вы случайно окажетесь жертвой этой змеи, первые симптомы, а за ними и смерть, настигнут вас уже через 15–30 минут после укуса. Прибрежный тайпан – очень умный хищник. Он, как и черная мамба, о которой мы говорили ранее, разработал эффективный способ охоты на крупных жертв. Сначала тайпан прячется, маскируясь в окружающей среде. Этому помогает нейтральный окрас змеи, который варьируется от светло-коричневого до грязно-серого цвета. Затем делает неожиданный выпад на жертву и поспешно кусает ее, после чего скрывается в укрытии и ждет, пока жертва умрет. Затем приступает к своей трапезе. Если добыча крупная, то пир может длиться даже несколько месяцев. При этом прибрежный тайпан, как правило, избегает людей. Но в сезон дождей эти змеи особенно агрессивны и могут нападать на всех без разбора. Охотятся они, кстати, преимущественно днем, так что будьте внимательны, прогуливаясь по побережью различных районов Австралии, особенно северных. Тайпан макоя. Выделяют и другого, внутриматерикового тайпана. Он носит название тайпан маккоя, и он намного страшнее своего собрата. Начнем с того, что эта змея довольно крупная. Она достигает длины 2–2,5 метров.
Маскировочный окрас, так прекрасно помогающий этому хищнику, приводит австралийцев к панике. Найти желтого тайпана в желтых песках так же сложно, как найти черную кошку в темной комнате. Тайпан Макоя, кроме того, очень ядовит. Если прибрежный тайпан способен убить за один укус 56 человек, то этот мог бы стать убийцей нескольких сотен сразу. По содержанию токсинов в яде, эта змея находится на первом месте среди всех сухопутных змей на Земле. Яду нужно лишь 30 минут, чтобы дать жертве умереть после укуса этого опасного хищника. При этом тайпан Макоя охотится в основном на мелкую добычу, включая млекопитающих, птиц и других рептилий. Мыши, крысы, тушканчики составляют основной рацион. Стоит ли говорить, что такая жертва умирает мгновенно от первого же укуса этой змеи? Но тайпан Макоя менее агрессивен к людям, чем его прибрежный собрат. Все задокументированные случаи укусов человека были результатом неосторожного обращения с этой рептилией. Так что просто постарайтесь не тревожить эту змею, и, скорее всего, вам не будет ничего угрожать. Песчаная эфа. Самой смертоносной среди всех змей нашей планеты ученые считают песчаную эфу. Вы, наверное, могли заметить, что все самые ядовитые и опасные существа, как правило, живут в Австралии. Но эта малышка по непонятным причинам обитает почти по всему миру, исключая ту самую Австралию. В Индии, Центральной Азии, на Востоке, в Узбекистане. Да, в общем, много где еще можно встретить эту змею. Ученые считают, что она несет ответственность за наибольшее количество смертей среди людей, чем все другие виды змей вместе взятые. И не зря мы ранее назвали ее малышкой. Если сравнивать с другими представителями нашего списка, песчаная эфа имеет самые скромные размеры – всего от 38 до 80 сантиметров в длину. Маленькая, но слишком агрессивная змея очень часто нападает на людей, хоть они и не составляют ее основной рацион. В качестве блюда ей больше интересны насекомые, мелкие грызуны и различные зимневодные. В общем, пища, которую не нужно долго переваривать. В самый жаркий период песчаная эфа переходит на ночной образ жизни. В другое время она проявляет активность в светлую часть суток. Яд у эфы достаточно слабый. Она не входит в топ-50 самых ядовитых змей, да и летальность от нее всего 10% от общего числа укушенных. Но мы вас не обманули, сказав, что эта малышка очень смертоносна. Она удивляет количеством укушенных людей. За год песчаная эфа убивает значительно больше, чем все тайпаны, крайты и кобры. Так что не нужно недооценивать эту змею. Опасные, ядовитые змеи водятся практически во всех регионах нашей планеты. Но именно с этими представителями мы не рекомендуем вам встречаться. Спасибо за просмотр и пока!